У нас было две коробки. В них пакет с аксессуарами, два держателя, рукава с горелками, еще баллон аргона, дюжина токосъемных наконечников, целое море разноцветных электродов, рутиловых, целлюлозных, с основным покрытием, еще 300 грамм сварочного спрея, перчатки и краги разных цветов и размеров. Не то, чтобы все это было необходимо, но уж если начал собирать коллекцию, к делу нужно подходить основательно. В мои руки попал Deca Power Extra Mig 200 SIN. 200 это значит максимальный ток 200 ампер, SIN Synergetic. Вообще сама марка на наших глазах появилась, ну когда? Год назад, наверное, первый раз о ней где-то услышал. И сам аппарат появился около года назад. К нему большой интерес, потому что заявленные характеристики, обещанные характеристики, очень интересные, при этом цена, о которой мы поговорим, наверное, позже, тоже конкурентная. И вот хотелось посмотреть, насколько реклама соответствует правде, насколько заявленный ток в амперах будет присутствовать на проводах этого аппарата, когда мы его включим. Собственно, вот это мне интереснее всего. Конечно, интересно бы заглянуть и вовнутрь, посмотреть его потроха, но поскольку аппарат не мой, и вскрыть я его не могу, чтобы потом вернуть производителю, в этот раз мы этого делать не будем, может быть, когда-то в будущем с другим аппаратом. Однако в интернете уже есть обзоры его внутренностей, и вот он попал в мои руки, потому что мне очень интересно повертеть ручки, посмотреть, что внутри, и когда со мной связались производители и предложили мне его попробовать, я сразу согласился. Согласился, потому что просто мне лично интересно разобраться с тем, что это такое, откуда у него растут ноги, чего от него можно ожидать, насколько он соответствует всему, что заявлено. А что заявлено? Вообще информации в интернете не так много. Страничка достаточно блеклая на английском, то есть там все больше рекламными лозунгами, типа «Мы созданы, чтобы творить будущее, наша молодая команда опытных инженеров нацелена на то». В общем, вы знаете, маркетологи очень хорошо поработали. Настолько хорошо, что собственно, даже рекламная брошюрка, которую я нашел на их же сайте, я приложу ее внизу в описании, можете скачать в цвете, посмотреть, все почитать. Просто знаете, составлено, как по нотам. То есть здесь есть, все, о чем вы хотели спросить. Рекламный проспект очень красочно расписывает, что толщина свариваемых материалов от 0,6 мм. Это как у нержавейки, у алюминия, так и у стали обычной. Слушайте, 0,6 мм прикольно. Я пробовал варить миллиметровую трубу профильную. Иногда случались прожиги. Даже на полуавтомате надо было что-то регулировать. Здесь расписано, что в синергетическом режиме происходит умный контроль температуры, который позволяет, давайте отсюда зачитаю, переведу, что-то написано, позволяет автоматически включать умный контрольный температурный режим при выборе материалов 1 мм или тоньше. То есть, когда мы в синергии выбираем тонкий материал, он что-то там меняет. Этот метод контроля welding arc сварочной дуги и ультра быстрая коррекция параметров сварочной дуги минимизирует текущие отклонения характеристик, делая дугу более короткой и процедуру arc transfer процедур. В общем, перенос металла делает более коротким, более быстрым, не разогревая сильно, что позволяет снизить температуру нагрузки на свариваемые детали, и в результате вы получите уменьшение деформации материалов и при этом аккуратную сварку. Да. Но больше заинтересовали меня рекламные обещания того, что он варит электродами пятеркой. Правда, пятеркой с рутиловым покрытием, с основным четверкой. У меня есть электроды четверка. Я их поставил прокаливаться.
Здесь есть табличка. Табличка, ну, период включения. Все знают такой важный параметр у сварочных аппаратов, как ПВ. Он пишется в процентах, и 20, 40, 80% пишут. 80 – это уже очень хороший показатель. Вот здесь ПВ при сварке ручной дуговой сварки, где она, вот, Экстрамик 200, заявлена на 200 амперах ПВ 60%. По-английски это duty cycle, ну это по-русски ПВ. И вот у меня сразу возник первый вопрос. Когда заявляют ПВ, то есть наши, как бы такие более строгие правила определения ПВ, то есть это при сварочном цикле 10-минутном вот составляются проценты. И, значит, при 10-минутном сварочном цикле 60% означает, что аппаратом можно на 200 амперах непрерывно варить 6 минут, а потом он нагреется и надо ему 4 минуты отдохнуть. Вот целый цикл 10 минут, 60%, значит 6 минут он варит на полном токе при условии окружающей температуры не выше плюс 40, то есть не в жару. Так вот, очень часто в рекламных проспектах пишут вот это вот ПВ 5-минутный цикл, там потом мелким шрифтом где-то. Давайте сразу залезем в паспорт и посмотрим, есть здесь что-то про это или нет. Я, когда брал аппарат, сразу спросил, могу я сделать вот такой стресс-тест на 200 амперах? Вот у вас заявлено. Можно? Говорят, да, можно. То есть, смотрите, разбирать аппарат вроде как царапать не очень можно, а вот сжечь его, перегреть его разрешили. Поэтому мы обязательно устроим такой стресс-тест. Но сначала почитаем паспорт. Паспорт только на английском. Я думаю, здесь в паспорте будет расписано 5 или 10-минутный цикл. Это достаточно интересная информация. А где же duty цикл? Ну вот в аппарате заявлена тик-сварка, но с поджигом касанием. Понятное дело, что для этого нужна тик-горелка. У меня ее нет, поэтому этот режим мы не сможем проверить. А поварим проволокой, поварим электродами. Но вот я все-таки хочу найти duty цикл. Синергия. Что необходимо для старта? К сожалению, все на английском языке. Должны класть перевод на русском, но это, кстати, и минус этой компании, что в России у нее нет представительства, что шлет она все прямо из Китая, ну, либо с какого-то промежуточного склада здесь рядом. О, duty цикл нашел. Итак, читаем. Performance, так, производительность сварочного цикла. Максимальный no-load, текущий duty цикл показывает, какое время сварочная машина может поставлять максимальное значение из таблицы рядом, ампер, основанное на том, что полный сварочный цикл 10 минут. То есть, смотрите, пока здесь ничего не хитрят. Значит, и при 10 минутах 60% означает 6 минут работы, 4 минуты паузы для охлаждения. При условии прочих факторов, таких как 40 градусов, температура окружающей среды 40 градусов. И о перегреве и безопасности аппарат сообщит. То есть, ну, понятно, что в нем стоит термодатчик, и когда радиаторы перегреются до какой-то температуры, по-моему, здесь стоит на 70 или 80 градусов, когда они перегреются, то аппарат выключится. Вот я себе поставил такую задачу проработать на нем непрерывно 6 минут. То есть, ну, наверное, 5, 6, 7 электродов подряд меняем и спалим и посмотрим. Устроим такой стресс-тест. Я отдельно сниму 6-минутное вот это видео, буду его греть, и, может быть, выйдет 4 или 5, может, он сгорит раньше. Здесь я сделаю короткую выкладку. Плюс специально для этого аппарата я припас токовые клещи, которые позволяют мерить постоянный ток, и мы в нашем стресс-тесте посмотрим соответствие ампер
на дисплее, соответствие ампер на клещах и время, сколько это все проработает. Внутри аппарата можно поставить катушку на 1 килограмм, либо на 5 килограмм. Это я почитал в описании. Сейчас откроем, посмотрим, что там внутри есть. Открывается аппарат, защелки 2 вверх. Металл, скажем так, не очень толстый. Здесь, соответственно, значит, катушка до 5 килограмм. Вот здесь переключатель спулган стандарт. Ага, то есть мы можем выбирать горелку спулган, и тогда вот этот режим включается. Так, вижу там проводки к управляющей плате. А вот здесь двигатель. Что за двигатель? Не вижу. Темновато. В общем, попробуем залезть попозже посмотреть. 2 ролика весьма стандартные. В комплекте, кстати, никаких других роликов я не увидел, как и наконечников. Может быть, там есть какой-то пакетик? Давайте посмотрим, что стоит по умолчанию. Значит, по умолчанию ролик 0,6, 0,8. Для обычной проволоки, не для флюсовой, то есть без насечек. Вот тоже, кстати, особенность роликов, с которой, если вы не сталкивались, если здесь вот эта сторона 0,8, то это и канавка, которая, ну, все логично, да? Но когда вы его сюда вставляете, то у вас снаружи-то надпись 0,6. И можно легко перепутать, запутаться и думать, что раз вы установили надписью 0,6, то у вас сейчас рабочая сторона 0,6. Ничего подобного. Вот это вот желобочек, вот тот дальний, сейчас рабочий, через который пойдет проволока прижиматься. А в данном случае он у нас тут 0,8. Почему так непродуманно делают? Это, в принципе, на всех машинах такая история. Ну, в принципе, завинчиваем. Так. Регулировка у нас прижима. Вот здесь регулируется прижим. Ладно, ставим проволоку, уже посмотрим с этим. Ну, механизм железный. Прикручен более-менее все винтами, стабильно. Здесь, кстати, винты на корпусе. Мне вот это понравилось. Что, чтобы разобрать корпус, не квадратики всякие там эти, как называется-то правильно, это, ну, шестиграннички, то есть не сорвешь. Вот это вот классно, хорошо. Покраска порошковая, как видите, достаточно ровненькая. Детальки все тоже ровно подогнаны. Ой. Сзади на аппарате шильдик. Так, шильдик со всеми рабочими характеристиками, режимами, продолжительностью включения. Ну, в принципе, все то же самое, что написано и в рекламных проспектах. Вентилятор достаточно небольшой. Я уже включил аппарат, понял. То есть воздух отсюда задувается и вот там сбоку через решетку выдувается. И при этом есть еще отверстие на днище. Вот здесь, тут снизу, видно вам? Вот тоже есть небольшие отверстия, через которые воздух тоже будет выходить. Ножки прорезиненные 4. Здесь еще разъем для газа. Включение-выключение. Есть заземление стандартное. Наконечник. Наконечник газовый тоже, в общем-то, стандартный. Провод. Так, где на нем маркировка какая-то? 2,5 миллиметра, 3 жилы. Ну, скажем так, он не очень гибкий. И, наверное, тоже алюминиевый, скорее всего. Мне понравилось достаточно интуитивное, понятное управление. То есть, в принципе-то, дисплей я посмотрел, почитал предварительно вот плакатики все вот эти вот. Управление очень простое. Синергетика прям присутствует, все на одном дисплее. Выключатель аппарата сзади. Опа, загорается меню, на котором мы все сразу и видим. Шумит достаточно сильно. Все управление осуществляется 2 крутилками и 4 клавишами. При этом, в зависимости от того, в каком мы режиме, тут появляются разные параметры, которые можно регулировать. Ну вот у нас, если сейчас синергетическая сварка,
то есть полуавтомат, синергия. Вот этой клавишей мы можем переключить, соответственно, ручной режим, сварка ручная, дуговая электродом, либо тик-горелкой. При этом, вот смотрите, например, если у нас выбран тик-горелка, то газ мы уже не можем ничего выбрать, только аргон. Если мы сейчас выберем, например, синергию, то вот здесь уже с газом появляются варианты выбора материала. Если мы выбираем stainless steel, то есть нержавейка, у нас, значит, аргон, опять-таки, с углекислотой сварочная смесь. Если мы выбираем алюминиевые магниевые сплавы, то у нас сейчас будет выбор газа только аргон. Ничего другого мы не можем выбрать, да? Ну и, соответственно, если медные сплавы, то тоже вот моргает только аргон, если мы его оставляем, да. То есть мы можем выбирать, в зависимости от свариваемого выбранного материала, нам как бы аппараты подсказывает, какой газ применять. Ну, давайте оставим на железе, на обычном. Соответственно, он напишет углекислоту. А вот как мне выбрать сварочную смесь? У меня нет варианта выбора? Нет. Здесь вот эта клавиша уже выбор толщины проволоки. И если у меня толщина металла сейчас стоит 1,1 мм, он советует проволоку 0,8, 0,9. 0,9 это американский стандарт, где вы такую проволоку найдете, не знаю. А вот 0,6, пожалуйста. Да, можно выбрать проволоку 0,6. Ну, например, оставили 0,6, и сейчас попробуем уменьшить толщину. Вот мы перешли в режим меньше миллиметра. Да, смотрите, он дает уменьшить. То есть, уменьшая амперы крутилкой, мы уменьшаем и толщину. Вышло 0,7. Хорошо. Более-менее разобрались с этим. Ну, вот это индукция. И видите, при изменении индукции он показывает характеристику шва, что при высокой индукции более большая проплавка, при меньшей индукции как бы шов становится более толстым. Хорошо. Препродувка. Так, постпродувка. СПТ. Понятно. Это режим... Почему он его убрал сейчас? Это режим 2Т, либо 4Т, либо с потами варить. Да, 4Т, 2Т. То есть это режим нажатия на горелку. Если мы нажимаем один раз и отпускаем, то это 2Т. А 4Т, если мы нажали, отпустили, идет непрерывная сварка, пока мы еще один раз не нажмем. В режиме синергии, если я начинаю добавлять амперы, то видите, у меня растет и толщина металла. Сейчас у меня стоит на железе миллиметровая проволока. И миллиметровой проволокой я могу варить до... сейчас покажет, до скольки ампер и до скольки миллиметров. Крутим, крутим, крутим. Все, 4,5 миллиметра это максимум, что я могу сварить миллиметровой проволокой. При этом он выдаст 200 ампер. Если мы поменяем толщину проволоки на 0,8, что у меня 0,8 проволока есть. Так, вот ждем, пока перестанет моргать. Ну и крутим опять по максимуму. 0,8 проволокой мы сможем заварить на 170 амперах 4,1 миллиметра. В принципе, понятно. Так, посмотрим, что он нам предложит в режиме электрода. Так, а здесь, в принципе, все. Здесь появились другие параметры. ВРД, антистик. То есть мы теперь можем регулировать. Вот ВРД, антистик, hot start и arc force. То есть форсаж дуги, горячий старт, антизалипание и ВРД. Ну вот ВРД как. Ну все, включено-выключено. Ну давайте включим. Антистик выключен по умолчанию, включен. Понимаете, вот эти все надписи появляющиеся, конечно, надо немножко английский язык знать. Меню никак не русифицированное. И, наверное, никогда не будет русифицировано. Горячий старт до 10, значит, где-то в пределах пятерочки может быть. И форсаж дуги тоже стоит 0.
до 10. Ну, оставим в районе пятерочки, посмотрим. Буду варить электродами, посмотрю. Так, это 2 миллиметра, значит толщина электрода на 58 амперах. Если я сейчас начну крутить, да, кручу больше ампер, он говорит на 76 2,5. Ну-ка, до скольки мы докрутим? 119, 120, 140, 180 ампер уже четверка. Вот 200 ампер. 200 ампер электрод четверка. Ну, собственно, это мы и попробуем с вами. Не знаю, что это за синергия. Крутится. Фактически это ручной режим. Сварка электродами происходит в ручном режиме. Здесь единственная подсказка. В зависимости от ампер, какой электрод на какие амперы рассчитан. Ну, естественно, можем подкручивать, да, то есть если четверка на 200, и начнется она с, наверное, 150 где-то, да? Да нет. О, 3,2. Да, 140 ампер. 141 ампер четверка, 140 уже 3,2. Да, в принципе, все понятно. Меню понятное. Здесь параметры все переключаются понятные. Так. Вот такой дисплей. Все сразу на дисплее, в зависимости от режима работы, те или иные параметры появляются. Красивая анимация. Особенно вот с индукцией. Смотрите, как крутишь индукцию, и у тебя меняются параметры, да? Прикольно. По комплектации больших вопросов нет. То есть помимо руководства, здесь есть стандартная китайская пластмассовая щеточка с пластмассовым молотком для отбития шлака. Рукав. Значит, ну тоже, в общем-то, стандартный. 15-й. Вот здесь наконечничек. Все как бы токосъемный. Ну, в общем, обычная стандартная горелка. По внешнему виду 3 метра. Кстати, шарнир. Да, с шарниром все крутится. Вот. Кабели с байонетом 35-50. Кабель желтенький. Но, судя по толщине и не очень большой гибкости, толщина 25 миллиметров. Вы знаете, это, скорее всего, алюминий крашеный, потому что если бы была медь, поставили бы 16 квадратов. Если ставят 25, значит, это все-таки алюминий. Сэкономили. Сами клещи, пружина не очень сильная, но есть шинка на обе стороны. Держалка скромненькая, стандартненькая, обычненькая. В общем, это те аксессуары, которые, если вы работаете постоянно, их всегда меняют. Тут особо заглядываться не на что. То есть, в принципе, все, что может в быту пригодиться, при этом свариваемые материалы может варить алюминий без пульса. Пульса в аппарате нет. Я предполагаю, что сделают, возможно, в ближайшие полгода-год, после того, как все купят этот аппарат, сделают его же, но с пульсом. Назовут как-то, если этот экстра миг, тот будет, наверное, там мега миг, либо там пульс миг, еще что-нибудь. То есть все это как бы с одной стороны такое не совсем углубленно профессиональное, с другой стороны и аппарат все-таки, наверное, бытовой. Для дома, для семьи, а учитывая его конечную стоимость, достаточно доступный и в котором есть много чего может пригодиться. Забегая вперед, сразу скажу, что перегреть аппарат мне не удалось. На 200 выставленных амперах на толстых электродах я выставил режим форсаж дуги и hot start, поэтому в какие-то моменты было больше 200 ампер, в какие-то, когда срабатывал антистик, естественно, меньше падало значение. В общем, перегреть аппарат мне не удалось, мучил его минут 15, махнул рукой. Буду еще варить проволокой. Это я все электродами пока пробовал. Проволоку еще не пробовал. Но это будет отдельный ролик. Посвящу целый день. Буду гонять его в разных режимах.